Но когда прошел вот этот вот процесс какой-то такой национализации общества, я себя как-то почувствовал лишним человеком, абсолютно лишним, потому что, типа, ну ты ж не совсем украинец, мама полячка, отец русский, ты не нашей нации. No hej, witam na moim kanale. Dzisiaj nie będę pokazywał wam Rosji. Dzisiaj wam pokażę rodzinę rosyjsko-ukraińską, a konkretnie Wiktora. Wiktor jest Rosjaninem, ma żonę Ukrainkę, mieszkali w Ukrainie. No i właśnie to jest interesujące, dlaczego z Ukrainy przyjechali do Rosji, po co tutaj przyjechali i co najważniejsze, kiedy tutaj przyjechali. Tak więc zapraszam na wywiad, z którego nie zobaczycie na żadnym innym kanale. Zapraszam do oglądania. Привет, Wiktor. Привет. Привет. Mam do Ciebie pierwsze pytanie. Jak długo mieszkacie w Moskwie i co Was sprowadziło akurat tutaj? Я уехал, ну, сейчас скажу, это получается 3 года после этого Майдана, вот этого украинского. Да, ну почти 3 года, да. Я уехал оттуда, вот уехал, да. Живу сейчас здесь. A jaki był powód? Повод, ну, я, в общем, в принципе, я русскоговорящий человек, потому что родился я в России, но в детстве я приехал, ну, естественно, с родителями туда-сюда, мы приехали на Украину, потому что, получается, отец у меня русский, мать у меня полячка, вот, и, ну, рожденная в Украине, естественно, вот, и мы приехали туда, ну, потому что там была жизнь такая прям, ну, лучше, чем вот в советское время. Но когда прошел вот этот вот процесс какой-то такой национализации общества, я себя как-то почувствовал лишним человеком в том обществе, абсолютно лишним, потому что, типа, ну ты ж не совсем украинец, мама полячка, отец русский, ты не нашей нации, как-то вот такие даже, как-то были такие, как сказать, претензии, можно сказать, от людей, с которыми я с детства вырос. И они мне потом начали почему-то, я не знаю, ну, я знаю, конечно, почему, я сейчас просто не хочу этого озвучить. Я не понимаю, почему они мне начали просто это все потом высказываться. И я такой понял, ну, как бы, ну я не вижу здесь, это один аспект. Aspektów było много. A czekaj, bo jeszcze chciałem się dopytać, no bo żona jest Ukrainką. Tak. I ona też czuła się jakby nieswojo, dlatego że ona ma męża Rosjanina? Дело в том, что жена раньше уехала. Okej. A jaki był powód? А повод был такой, что она вообще не восприняла те события. Она уехала в 2014 году. Okej. То есть я еще, когда она уехала, я еще на Украине 2,5 года находился. Ну там... No a to dlaczego ona wyjechała? Co było źle, jak ona była Ukrainką? Но не все украинцы поддерживают то, что там случилось. Если там бегают люди какие-то непонятные, с какими-то требованиями, какими-то там такими, ну, непонятными вещами, то есть сюда, вот. Я еще как-то, ну не знаю, получился, может быть, более терпим к этому. Ну, у меня там еще свои как-то проблемы были, ну не проблемы, какие-то нюансы, которые мне надо было порешать и уехать попозже. Но она уехала в 14-м, через полгода после, в 14-м, после этого вот Майдана, вот это вот, она полгода, она сказала, мне здесь делать нечего, мне с этой страной ничего общего, с нынешней страной, она украинка. Там, ну, просто она там, ну, не то что я приезжий, а она там вот с деда-прадеда, там, с давних времен, ну, так. только они, ну, коренные, да. И она сказала, мне не по пути с этими людьми. И она не захотела там A оставаться. ktoś jeszcze z jej rodziny też wyjechał? Нет, с ее родины только сестра старшая. Вот, ее сестра старшая. Младшая там осталась жить. Вот, она там сейчас живет с мужем туда-сюда.
Ну, такого. Okej. W czym było wam najtrudniej na początku? Biurokracja, mieszkanie, język? Самое сложное вначале было то, что ну, я недостаточно привез денег с собой, конечно. Естественно, я не мог с Украины их привезти, потому что их там нету. Вот. Ну, это единственное. Но это буквально решилось там в течение, первых 2 месяцев. Потому что я пошел на работу, начал работать, зарабатывать. Все. A to nie było problemu, żeby znaleźć pracę? Не-не-не. То, что даже у меня был украинский паспорт, у меня еще на то время вот не было российского гражданства, ну, проблем никаких. Абсолютно никаких. Не было, никто ничего. A z żoną? В принципе, все оказалось сложным. Оказалась сложным неизвестность. Ну, что еще сказать? Неизвестность самая сложная, самая как страшная. решала эту проблему? Да, как решила? Постепенно. Пошли работать, нашли первую работу, с которой мы были не знакомы, но мы быстро адаптировались, быстро вошли в курс дела. И, кстати, еще одна специальность приобрелась для жизни, очень необходимая. И так получилось. А потом уже пошли по своим специальностям и стали работать. Okej. Dobra, lecimy na następne pytanie. A co okazało się zaskakująco łatwe lub pozytywne w sensie mieszkania, ludzie i tak dalej? Ну, не все же знают, например, что я русский, да, по национальности, так как у меня паспорта гражданина, например, Украины на то время был. Но мне никогда никто не делал замечания никакого. Ну, типа, ты там с Украины приехал, не тот там человек, что-то сюда. Не, вообще, никогда вообще этого не было такого, ничего подобного. Ну и второй момент, то, что мне понравилось, ну вот спроси человека, да, вот я хочу пройти туда-то, туда-то. Ну тут тебе вплоть до того, что тебя за руку схватят и поведут в это место. Не то, что там, ой, там, отстань, там, не знаю, я не местный, еще какие-то вопросы, а просто тебе реально помогают, понимаешь? То есть такие люди какие-то, вот они тут такие какие-то позитивные, добрые, понимаешь? Нет у них такой какой-то такой агрессии, скрытой агрессии к тебе, ничего, туда-сюда. Пускай ты там, может, и не совсем там по-русски правильно разговариваешь, не совсем ты как-то акцент у тебя такой там прям глубоко российский. Не, они этого не замечают. No dobrze, a Olga? Ну, то же самое. То же Да, самое. меня поразила открытость людей, открытость просто как я ожидала худшего, я просто там ну, такой открытости не видела, даже от близких. А здесь чужие люди, тебе как бы доброжелательные такие, и ну, нет, не ждешь подвоха, хотя я его ждала, но подвоха я не получила. A jak rosyjscy sąsiedzi, współpracownicy reagują, gdy mówicie, że jesteście z Ukrainy? Czy mówiliście wcześniej? Нормально. Okej. Мы здесь не ощущаем, мы здесь такие же, как и они. Никогда я упрека не слышала, я вообще даже, ну, абсолютно ничего. Просто нормально. Да не, No u ciebie jest łatwiej, no bo ty jednak jesteś Rosjaninem, tak? так. Co najbardziej różni życie w Moskwie od życia na Ukrainie? Насмешили, конечно, вопросом. Дело в том, что когда я на Украине покупал жене галоши, я не знаю, что, если, ну, ты понимаешь, что это такое, вот, она была рада. Это галоши, это резиновая обувь, понимаешь? Она была рада. Витя, ты мне галоши купил! А здесь мы можем позволить себе, понимаешь? и- Брендовая Кожаную кожаную обувь. И то Да, не да. одну, а несколько. Да. Czyli generalnie za tą jakby samą pracę tutaj macie więcej niż tam na Ukrainie. Ukrainie. Możecie Tak. sobie więcej pozwolić, Tak, tak? tak. Potem, okej. Так. Jak wygląda wasz kontakt z rodziną na Ukrainie? Codzienne rozmowy, jakieś są trudności z tym? Powiedzmy, nie wiem, internet czy cokolwiek? Telefony? Да, мне вопрос, да? Ну, да, С ты- своей сестрой созваниваемся каждый день, а может даже и по 2 раза на день. Mhm, mhm. У нас старшая моя здесь сестра, младшая там живет. А проблемы какие есть с общением? То есть Нет, никаких. Она таких же взглядов, как и я. Она бедная там живет, выживает как может. Mhm. И а почему ждет- не хотела ехать в Россию? А у нее там семья, Там, она инвалид, там она очень, без да. почки.
Она ребенок школьник, куда его? А сейчас, тем более, как она выйдет, это очень много проблем. И что еще? Она, ну, нас ждет, мы общаемся, и мы как бы любим друг друга, и она все ждет, чтобы это все A поскорее Wiktor, masz закончилось. rodzinę całą tutaj, tak? Родина там. Tam No. też jest, na Ukrainie Да, twoja. брат, да, два брата. Okej, i jak u ciebie wygląda kontakt? Вообще никак. Со старшим братом я еще перед войной за 2 года у нас произошел такой, ну как бы такой словесный такой, как это, недоразумение, можно так сказать, по поводу вот этой националистической идеи, потому что он был как-то, не знаю, Нет, такой, тихо, Сергей. он такой, Po drugiej stronie jest. абсолютно, Мгм. да, Мгм. да, он мне там типа такой, Nie popiera jakby w stronę ну, коли rosyjskiej, там tylko... москали сдохнут, Так, и так. ше так, я говорю, ну ты же сам Ну. из этих. Вот, ну у него тезис. Ale on też się urodził w Rosji, tak? Czy... Ну, Да? все, Так, все. Мгм. Вот так. И говорит, ну у него тезис такой, типа, не та мать, которая родила, а та мать, которая вырастила. Мгм. Я кажу, ну, я говорю, ну, я тебя понимаю, но дело в том, что это мачеха тебе, это не мать, понимаешь? Но дело в том, что не всегда она тебе, ну, может привить то, что нужно, то, что правильно. Вот. И почему он меня спрашивает, я приезжаю отсюда, ну вот из Москвы я приезжал, он меня спрашивает, ну что там, скоро там москали поздыхают? Я такой, я удивлен, говорю, ну ты ж первый сдохнешь, ты же москаль. Вот. Не, я не здохну, бо я типа не москаль. Я говорю, ну а кто ж ты такой? Ты такой же от моей мамы полячки рожден, от моего отца русского рожден, такой же. Ну, у него такое понятие. Вот, я не знаю, заболел, наверное. Вот. И, короче, как-то так получилось. Я так, ну, я не, человек не агрессивный, но я постарался как-то так сократить это общение. А младший брат у меня, ну, он был прям вот брат-брат, прям как я, вот такой, прям. Он в России много работал, здесь приезжали на работу, все, он такой прям всегда говорил, что он с России родом, такой туда-сюда. И вот буквально перед войной, вот это вот, за год буквально, ну как бы он как-то что-то, я смотрю, поменялось его поведение, потому что вот прям, ну, капец, он такой, как я, брат. А вот у него что-то поменялось такое, и мне-то как-то так немножко как-то и душа болит, и обидно так. Почему так, туда-сюда? Потом я получаю, я уже когда с Украины приехал, вот этот последний раз уже как бы перед СВО, Мгм. вот, и получил, он уже здесь был паспорт, но я еще был в то время на Украине. Я приехал и сразу пошел и получил паспорт российский. Я фотографирую российский паспорт, ему отсылаю. Я знаю, что он всегда такой, о, ты молодец, в России живешь, ну типа, что это наша родина. То есть, да. Я ему отсылаю, а он никакой реакции. Я такой немножко как бы, ну, как бы удивлен был, а в чем дело? Почему так получается? Ну, ладно, думаю, бывает, мало ли что, туда-сюда. Ну, вот, а незадолго и началось СВО. Вот. И мы с ним буквально после вот СВО, мы с ним, ну, раза 3 еще пообщались, а потом он мне просто прислал на WhatsApp смс, не пиши, не звони. Все. И у нас это... Мгм. Ну, прекратилось общение. Мгм. Я не знаю, почему так. Или он боится, или он думает, что это я Путину сказал их бомбить. Я не понимаю. Czy myślicie o przyszłości tutaj, czy to etap tylko przejściowy? Думаю. Нет, это вообще не временный этап. Россия... Наш ну, Twój kraj po prostu tu Россия, zostajesz, то tak? моя родина. Mhm. Вот. И так как Ольга понимает, вот моя жена, это тоже ее родина. Mhm. Вот, потому что особой разницы между Украиной и Россией на самом деле не существует. Mhm. Нет ее вообще. Olga też. Да, да. Что Мы достаем? здесь- Только здесь остается. Только здесь. Мгм. Ну, может и не в Москве, но где получится. Ну, в Но России. в России. Co polecilibyście osobie, która pierwszy raz odwiedza Moskwę? Что бы порекомендовал бы я лично человеку? Вот, ну, есть такая формула. Вот. Она не мной выдумана, это как там древний какой-то человек сказал. Если ты любишь, ну, человека или там какую-то страну, то есть сюда, ты не найдешь недостатков. Но если ты ее не любишь,
достатки тебе покажутся недостатками. Вот. Так я скажу просто элементарно. Приезжаешь в Россию, ты должен быть готовым ее любить, принять законы, общение с этими людьми, прекрасными людьми. В России прекрасные люди. У меня есть чем сравнить. И с кем сравнить. Я хочу сказать, люди очень хорошие, добродушные. Вот, я скажу, уважай закон этой страны. Люби, не люби, ладно, это такое твое личное. Но уважай закон этой страны, уважай людей, среди которых ты находишься. И ты будешь самым здесь желанным и любимым человеком. Это мое мнение. Кстати, если ты хочешь узнать людей в России, вот. Выпей с ними. Нет, это стереотип. На самом деле стереотип. Нет, не надо. Не надо выпивать с ними, вот, потому что любое выпивание это чревато. Ты просто попроси о помощи. Вот, да. И ты увидишь, с кем ты общаешься. Ты попроси о помощи. Ты попроси человека пройти, как мне пройти вот туда-то, туда-то. И ты увидишь реакцию человека. Ты попроси человека в России, скажи, я не кушал 3 дня. Пожалуйста, будьте любезны, купите мне хлебушка. И ты увидишь, какой будет результат. Вот я ничего не говорю, какой будет, а ты просто сделай эксперимент и попроси. И ты увидишь, как тебя накормят и что с этим будет. Вот я просто вот так говорю. Okej, lećmy dalej. Gdybyście mieli opisać Moskwę jednym zdaniem, jak by to brzmiało? Как классик сказал, понимаешь, Россию умом не понять. Ее можно понять душой. Все. Окей. Да. Dobra, zanim... Ну, zanim как одна большая семья. Вот, одно предложение. Okej, Как zanim... одна большая семья. Zanim przejdziemy do ostatniego pytania, to ja mam jeszcze takie pytanie z mojej strony. Okej. Okay. Jak zaczął się cały ten konflikt Rosja-Ukraina, Mhm. i były nałożone na Rosję sankcje, Мгм. w jaki sposób ty w przeciągu tych ostatnich 4 lat, czy te sankcje w jakiś sposób źle wpłynęły na twoje codzienne życie? Czy coś się zmieniło? Masz jakiś problem z zakupem czegokolwiek? Czy to na ciebie jakoś wpłynęło, czy raczej nie? Jak ty to widzisz? Czy to źle, sankcje są złe dla Rosji, czy raczej w Rosji się polepszyło, jeśli chodzi o całe gospodarstwo rosyjskie? Я не знаю, для кого они вводят вообще эти санкции, если на самом деле так понять. Потому что, ну как тебе сказать, я кушал красную рыбу. Mm. Вот я ее продолжаю кушать. Я там кушал мясо, я его продолжаю. Ну, я не знаю, как бы сейчас о еде, это самое последнее дело разговаривать. Одеться, обуться туда-сюда. Ну, я не скажу. Дело в том, что вместе с санкциями у нас растут оплаты труда. Понимаешь? У нас государство ориентируется. Ага, у нас там они ввели санкции на какие-то определенные там, ну, продукты, вещи, еще на что-нибудь, а у нас государство повышает. На следующий год там что-то опять они повысили, какую-то минимальную зарплату, потому что санкции, понимаешь? И нам надо, вот минимальную зарплату, потому что у нас есть такие вещи. Да, я не спорю, конечно, у нас СВО, у нас санкции, мы ведем тяжелую борьбу сейчас, в принципе, я не спорю, конечно, тут нечего говорить. У нас масса людей, которые получают большие деньги, я имею в виду бойцов, даже так, я не говорю около них. Предприятия. Для себя говоришь. Для тебя что? Да. Для тебя. Для меня, если честно. Nie ma żadnych zmian. Вообще, каких-то изменений я не увидел. Czy jest coś, co chcielibyście, żeby ludzie na zachodzie, powiedzmy w Europie, wiedzieli o życiu tutaj, a czego zwykle nie wiedzą? No bo wiadomo, że teraz ogólnie jest taka, Skажите. nazwijmy szczerze, jest taka propaganda w telewizji. Okej, zanim ja przyjechałem tutaj, tak, no to w telewizji mówili, żeby nie jechać do Rosji, bo można być aresztowanym, a Polska nie ma jakby jeńców na wymianę aresztowanych ludzi, żeby oddać, i nikt z Polski nie będzie walczył o to, żeby tego obywatela ściągnąć z powrotem. Да. Bo w Rosji aresztują turystów. Нечего бояться российского государства, Mhm. вот, и русских людей. Абсолютно. То, что там, не знаю, там это вот, как ты говоришь, там рассказывают, там
арештуют, неким будут выручать. То есть это такой бред вообще на самом деле. Тут масса иностранцев, масса иностранцев. Я не знаю, тут вообще, тут просто смотришь по городу, да, тут их столько ходит. Что-то они не боятся приезжать. Потому что здесь, опять же, не нарушай закон. Туда-сюда, веди себя нормально, всякую ерунду там вот это не вещай. Я имею в виду ерунду какую, такую какую-то нелепицу про страну, понимаешь? Говори то, что есть. Увидел позитив, говори о нем. Увидел негатив, говори о нем. Но никакой гадости, не выдумывай, не фантазии, просто нормально. А вообще я хочу сказать, добро пожаловать всем, ребят, приезжайте, вы увидите прекрасных людей, вкусную еду. Красоту Красивые вот этой места. страны, понимаешь? Страна, которая растянута на более 10 тысяч километров, понимаешь? Если тебе тут приедет в любой регион, и тебя всегда встретят, понимаешь, с удовольствием и с радостью. Накормят, там, напоят, я не знаю, все что угодно. Будь человеком, все. Тут бояться нечего. Бояться нечего, потому что, опять же, если ты нормальный человек, ты приехал сюда не с какими-то там вторыми мыслями, как бы там это, гадость рассказать о стране, просто расскажи то, что Правду. есть. Я не говорю, Правду. не хвали, не надо хвалить. То, что ты видишь, то рассказывай. Вот, то, что ты видишь. Видишь вот это, говори, видишь это, говори, но не фантазируй. Все, просто говори tak, как есть. На самом деле здесь rady всем. Rady всем. Tak jak widzieliście, nie można wierzyć telewizji, to jest raz. Nie można wierzyć politykom, to jest dwa, no taka jest prawda. Propaganda ogólnie jest wszędzie, ale trzeba przyjechać do danego miejsca, poznać ludzi, porozmawiać z nimi i się przekonać. Ja największy problem mam w Rosji, w Moskwie z tym, że jest problem z dogadaniem się. Mało osób rozmawia po angielsku. Ale nawet na zasadzie kali chcieć, kali mieć, ci ludzie wam pomogą. Nie spotkałem się tutaj przez tydzień z żadną osobą, która by w jakiś sposób wrogi do mnie podchodziła, żeby warknęła na mnie, burknęła czy odsunęła się ode mnie. Tutaj ci ludzie by chcieli tobie pomóc, nawet jeżeli nie rozumiesz ich języka. No okej, ja rozumiem, no ale jak nie rozmawiam, no to jest problem, tak? Ale oni zrobią wszystko, aby wam pomóc, tak więc nie ma sensu obawiać się Rosji, nie bójcie się Rosji, nie bójcie się Rosjan i przyjeżdżajcie do Rosji, bo w Rosji jest pięknie. Okej, nie ma w grudniu zimy, a czy w grudniu, z koniec listopada przyjechałem po śnieg, nie mam śniegu, nie? No okej, no to ocieplenie klimatu, a poza tym jest wszystko wsio хорошо, tak więc propagandę do słoika i odwiedzajcie Rosję, komentujcie, subskrybujcie i dajcie znać, co myślicie. Trzymajcie się i do następnego razu.